Прежде чем сегодня зайдет солнце, ты узнаешь, что я, Господь, Бог твой, не забыл тебя. Неожиданные деньги прибудут. Твое чудо уже здесь. Ты когда-нибудь чувствовал, что небеса молчат, пока счета копятся на твоем столе? Ты плакал втайне, сжимая последние монеты, задаваясь вопросом, видит ли тебя Бог, слышит ли Он тебя, помнит ли Он о тебе? Я говорю к тебе сейчас как Бог и заявляю это с пламенем в голосе, твое чудо уже здесь. Это не совпадение. Ты не наткнулся на это послание случайно. Это божественное руководство, устроенное моей рукой, посланное в тот самый час, когда тебе было нужно это услышать. Ты достиг предела своих ресурсов, но не предела моей силы. Я видел твое беспокойство о том, хватит ли денег, чтобы накормить детей. Я слышал, как ты шептал во тьме: «Боже, пожалуйста, пошли помощь». И сегодня я говорю тебе: помощь здесь. Остаться со мной. Не уходи. Не отворачивайся. Это момент, который изменит все. Прежде чем сегодня зайдет солнце, не завтра, не когда-нибудь, а сегодня, ты узнаешь, что я, Господь, Бог твой, не забыл тебя. Земля под твоими ногами уже сдвигается. Неожиданные деньги уже в пути. Твое чудо уже здесь, и это слово, которое ты слышишь сейчас, не просто информация, это активация. Ты думаешь, что просто наткнулся на это видео. Но нет, я привел тебя сюда. Я назначил эту божественную встречу задолго до того, как твой страх стал громким, до того, как счет в банке иссяк, до того, как пришли первые уведомления о просрочке. Я видел все. Я слышал безмолвную панику в твоей груди, когда карта была отклонена. Я чувствовал твои дрожащие руки, когда ты считал монеты, надеясь, что их хватит еще на день. Я слышал шепот, который, как тебе казалось, никто не мог услышать: «Господи, я больше не могу». И вот я отвечаю тебе. Но слушай меня, ответ в оставшейся части этого послания. Ключи, которые я даю тебе, спрятаны в следующих моментах. Чудо открывается слоями. И если ты остановишься сейчас, уйдешь всего в дюйме от своего прорыва. Не делай этого. Не сейчас. Не тогда, когда небеса открываются над тобой. Ты теперь в Доме Божьем, в доме финансового изобилия. Изобилие небес – это недалекая мечта. Оно стучится в двери твоей жизни прямо сейчас. Твой банковский счет это подтвердит. Твои долги затрепещут. Твои счета будут оплачены. Богатство придет в твои руки. Я сказал неожиданные деньги. Да, деньги, которые ты не планировал, из источников, которых ты не предвидел. Оно уже в пути. Потому что я Бог чудес, и я не медлю. Это не теория. Это пророчество. И оно имеет срок. Сегодня, до того, как день закончится, я покажу тебе свою руку. Я действую. Я сдвигаю дух. Закрепленные финансы будут освобождены. Скрытое богатство изольется. Изобилие вливается потоком. Чувствуешь это? Это не эмоция, это откровение. Ты слишком долго страдал под тяжестью финансовых трудностей. Твое доверие к мне испытывалось в долине бедности, в пустыне задержек. Ты прошел через горнило нужды, сражался со стыдом, молился со слезами. Но теперь я говорю, трансформация началась. Враг думал, что сможет украсть твою радость через недостаток. Но я здесь, и перемены уже идут. Это час моего присутствия. Это момент божественного вмешательства. Я открываю ресурсы, направляю людей, двигаю банки,
пересматриваю документы и открываю финансовые двери, которые люди захлопнули, потому что нет двери, которую я не мог бы открыть, когда говорю «откройся». Ты получишь мое чудо сегодня. Говори об этом смело и с огнем в сердце. Пусть это эхом разойдется в духовном мире. Провозглашай это, ибо власть над жизнью и смертью в твоем языке. Чудо уже прописано на твоем счете. Уже сейчас деньги движутся. Ангелы направляются. Ветер перемен дует сильно. Не сомневайся. Не колеблись. Это звук поворота. Это час освобождения. Это не просто прорыв. Это чудо. Потому что я не только Бог достаточно, я Бог более чем достаточно. Бог богатства, Бог изобилия, Бог, отменяющий долги, Бог, наполняющий пустые счета, Бог, посылающий неожиданные деньги, когда мир говорит, что это невозможно. Сегодня я докажу себя тебе. Ничего не держи при себе. Остаться со мной до конца этого послания. Каждая секунда твоей связи – это секунда ближе к освобождению. Потому что это не просто видео. Это божественная встреча. И если ты веришь, и если у тебя есть хотя бы зерно горчицы веры, этот день станет началом твоего финансового воскресения. Твое чудо уже здесь. Остаться со мной, потому что я скоро покажу тебе, как превращаю твою борьбу в изобилие. Говорит Бог. И я не забыл твое имя. Я видел дни, когда ты стоял в очереди на кассе, тихо подсчитывая, хватит ли денег на продукты. Я слышал, как разбивалось твое сердце, когда ты вынужден был сказать «нет» своему ребенку, потому что денег не было. Я наблюдал, как ты смотрел на кучу счетов, испытывая тяжесть сроков и страх перед звонком коллекторов. Ты улыбался на людях, но я видел слезы, которые ты проливал в тайне. Дети мои, я не вдали. Я Бог, тот, кто видит, тот, кто знает, тот, кто идет с тобой по долине финансовых страданий. Есть дух бедности, пытающийся обмотать твою жизнь тяжелыми кандалами. Годами ты трудился под ложью, что изобилие для других, что богатство, для удачливых или нечестивых, что деньги никогда не задержатся у тебя. Враг шептал: ты всегда будешь бороться. Ты всегда будешь нуждаться. Но я пришел, чтобы сказать тебе истину. Я не создал тебя для финансового рабства. Я не призвал тебя выживать день ото дня. Я Бог чудес, и я создал тебя для процветания. Твоя вера испытывалась в огне нужды. Ты знал, что значит бояться первого числа месяца. Ты знал, что значит гнуть бюджет, считать монеты и занимать до последнего, пока не было у кого занять. Это не лень. Это не провал. Это реальность миллионов, которые любят меня, но страдают, потому что враг заблокировал поток финансового благословения. Но я снимаю это проклятие сегодня. Да, я сказал проклятие, ведь бедность не добродетель, когда она превращается в тюрьму. Когда она крадет твое спокойствие. Когда она лишает тебя сна. Когда заставляет сомневаться в собственной ценности. Когда порождает стыд, горечь и безнадежность, это не от меня. Это не моя воля. Я сказал в своем слове: благословение Господа обогащает, и печали с ним не бывает. Притча 10 часов 22 минуты. Где к твоим деньгам прилагается печаль, я еще не закончил. Я видел, как ты верно давал десятину, даже когда это было больно. Я наблюдал, как ты отдавал другим, когда самому едва хватало. Я слышал каждую. Отчаянную молитву о переменах, каждый вопль о трансформации, каждый ночной шепот: «Боже, разве это все, чем будет моя жизнь?» И теперь я отвечаю:
Нет, это не все. Ты не создан, чтобы оставаться в нужде. Система этого мира не создана, чтобы поднять тебя, она построена, чтобы поработить. Но я не из этого мира. Я не ограничен экономикой, инфляцией, должностями или кредитными рейтингами. Я – Бог, владелец скота на тысячах холмов. Я – твой провайдер, твой источник, твой банкир, твой распорядитель богатства. И я вмешиваюсь сейчас, чтобы разрушить цепи финансовых бедствий. Идет невидимая война против твоих финансов, против твоего ума, против твоей веры. Потому что, если враг удержит тебя в нужде, он заставит тебя молчать. Он сохранит твое беспокойство. Он помешает тебе исполнить свое предназначение. Но я пришел, чтобы ты имел жизнь и имел ее с избытком. Иоанна 10 часов 10 минут. Не выживание, а изобилие. Не выживание, а избыток. Да, я знаю про долги. Я знаю про кредитные карты. Я знаю про счета, которые возвращаются с красными цифрами и угрозами. Я знаю про моменты, когда ты пропускал еду, чтобы твои дети могли есть. Я знаю, сколько ночей ты потерял сон, задаваясь вопросом, освободишься ли когда-нибудь. Это не просто финансовый стресс, это духовная война. Но слушай меня сейчас, дитя, Тайк поворачивается. Потому что, когда ты исчерпал все силы, мое присутствие пришло поддержать тебя. Когда никто другой не мог тебя поддержать, я стоял за тобой. Когда ты чувствовал себя забытым, я уже готовил тебе прорыв. Когда твои руки были пустыми, я наполнял руки незнакомцев, работодателей, тех, с кем ты еще не знаком, готовя их вылить деньги, богатство и изобилие в твою жизнь. Ты еще не видишь это, но я уже начал освобождение. Это не хайп. Это божественное руководство. Я приближаюсь. Мое чудо не только духовное, оно ощутимо. Ты увидишь его в своем банковском счете. Ты увидишь его в неожиданном письме, в неожиданном звонке, в двери, которая вдруг откроется там, где раньше был лишь забор. Трансформация не грядет, она уже здесь. Перемены сейчас. Ты не ленив. Ты не проклят. Ты не забыт. Ты не сломан безнадежно. Ты – мое дитя, и я восстановлю то, что сожрала саранча. Я возмещу украденное. Я выкуплю утраченного. И я покажу тебе, что я – Бог неожиданного. Именно поэтому ты здесь. Именно поэтому это послание достигло тебя. Потому что борьба реальна, но ее и мое обещание. И сегодня я отвечаю. Твое чудо уже здесь. И это только начало. Дай мне теперь глубже погрузить тебя в реальность того, что я, Бог чудес, уже начал делать, не только в теории, не только в надежде, но в истине, в доказательствах и неоспоримых свидетельствах. Потому что некоторые из вас все еще спрашивают в глубине сердца, может ли это действительно случиться со мной? И я здесь, чтобы сказать, уже случилось. И снова случится. Всего 7 дней назад, не 7 лет, не прошлый сезон, а на прошлой неделе, пришло свидетельство, которое поколебало атмосферу сомнения и прорезало завесу неверия. Это была история женщины по имени Ирина, 55 лет, живущая одна в небольшом городке под Новосибирском, Россия. Ее история реальна. Ее ситуация была отчаянной. И ее чудо было неоспоримым. Ирина всю свою жизнь работала, сиделкой, тихой душой, верной, забыться многими, но не мной. Она потеряла мужа от болезни 5 лет назад. С тех пор она выживала на скромную пенсию, едва хватавшую на отопление в суровые российские зимы, не говоря уже о растущих счетах и неожиданных долгах, появившихся после медицинского кризиса ее сына.
Она молилась день за днем, прося прорыва. Она давала, когда у нее почти ничего не было. Она десятила в вере, шепча: «Боже, помни обо мне». В воскресный вечер 19 апреля, да, на прошлой неделе, Ирина смотрела трансляцию этого самого послания. Ей собирались отключить электричество на следующий день. У нее не было денег даже на хлеб. Когда она смотрела, она услышала, как я через экран сказал: «Неожиданные деньги приходят. Проверь свой счет. Я не забыл тебя». С дрожащими руками и заплаканными глазами Ирина рассказала нам, что в тот самый момент почувствовала, как что-то изменилось в ее духе. Она встала, подошла к старому ноутбуку и проверила свой онлайн-банк. И там оно было. Перевод 2 217 000 рублей на ее счет от анонимного донора из Москвы. Без объяснений, без просьбы о возврате. Только записка: «Бог видит тебя». Ирина упала на колени. Она заплакала. Она воскликнула: «Я почувствовала, как присутствие Бога наполнило комнату. Будто Он все это время сидел рядом, ожидая, когда я снова поверю». Мое возлюбленное дитя, это было на прошлой неделе. Это не фольклор. Это не вымысел. Это доказательство моей руки. Это исполнение моего обещания. Я сказал, что сделаю это, и сделал. И то, что я сделал для Ирины, я готов сделать и для тебя. Потому что я не Бог одной нации, я Бог всей земли. Я не Бог одного поколения, я вечный Бог. И моя сила не ограничена твоим местоположением, твоим языком, твоей работой или твоим правительством. Я скажу слово, и деньги пойдут. Я прикажу, и счета наполнятся. Я скажу, и изобилие ворвется, как поток. Тот же дух, который достиг Ирины, достигает тебя сейчас. То же чудо, которое превратило ее печаль в танец, придет, чтобы прервать твое отчаяние божественным смехом. Я не делаю исключений. То, что я сделал для нее, я сделаю и для того, кто верит. И если ты сейчас смотришь и думаешь, может ли это случиться и со мной? Я говорю снова, уже случилось. А теперь твоя очередь. Потому что я не человек, чтобы лгать. Я не даю пустых обещаний. Когда я говорю «изобилие», я имею в виду переполнение. Когда я говорю «чудо», я имею в виду немедленное вмешательство. Когда я говорю «сегодня», я имею в виду сегодня. И так же, как я действовал ради Ирины, я действую ради тебя. Но ты должен держаться. Ты должен оставаться на связи. Потому что твое чудо не просто грядет. Оно уже здесь. Слушай сейчас, мое возлюбленное дитя. Ты плакал, ты ждал, и теперь ты услышал свидетельство. Но теперь ты спрашиваешь, как мне войти в это? Что мне делать? Как мне настроиться на поток неожиданных денег, на чудо в моем банковском счете, на высвобождение богатства и изобилия в мои руки? Я отвечаю, начни с выравнивания. Ты должен выровнять свое сердце, свой разум, свою веру и свои слова с тем, что я, Бог твой, уже провозгласил. Это не вопрос о том, могу ли я благословить тебя. Это вопрос о том, готов ли ты принять. Слишком долго голос нищеты занимал место в твоих мыслях. Он звучал громче, чем мое слово. Он говорил, что ты слишком стар, слишком поздно, слишком сломлен, слишком отстал. Но я говорю, хватит. Этот голос не твой пастор. Я твой пастор. И мой голос говорит, ты не опоздал, ты в самый раз для чуда.
Вот твоя программа действий. Она начинается в духе и проявляется в естественном. Ты должен открыть рот и начать говорить то, что говорю я. Ведь сила и жизнь в языке. Так говори жизнь над своими финансами. Говори изобилие над своим бюджетом. Говори отмену долгов, излишек, неожиданные деньги, богатство и переполнение, и наблюдай, как атмосфера вокруг тебя меняется. Я не волшебник, я твой отец. И я действую через веру, через доверие, через божественное руководство. Если ты пойдешь со мной в послушание, я пойду с тобой в сверхъестественное обеспечение. Ты спрашиваешь решение. Вот оно. Во-первых, посей слово в свое сердце. Пусть истина моих обещаний заполнит каждое темное место сомнения. Я сказал в Второзаконии 8 часов 18 минут. Помни, Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобрести богатство. Богатство не демонично. Деньги не зло. Любовь к деньгам – вот что разрушительно. Но богатство в руках праведных становится оружием доброго. И я даю тебе силу получить его. Во-вторых, приведи свою веру в действие. Вера не пассивна. Ей нужен шаг. Слово. Действие. Так же, как Авраам ушел из своей земли, не видя обещанной, так же вдова наливала масло в пустые сосуды до прихода чуда, так и ты должен действовать в естественном, прежде чем увидишь полноту. Я призываю тебя сделать что-то в реальности, отображающее твое доверие к сверхъестественному. Может, это подача заявки на работу, на которую ты не чувствуешь себя готовым. Может, это еще одна проверка счета. Может, это начало дела, о котором я шептал тебе в 3 часа ночи. Что бы я ни велел, сделай это. В-третьих, посей семя ожидания. Да, я сказал «семя». Потому что все в моем царстве работает по семени, времени и жатве. Я не требую от тебя, я приглашаю тебя в свою систему. Мир говорит «прибереги и копи». Но я говорю «отдай, и дано будет тебе». ЛК 6 часов 38 минут. Ирина, та 55-летняя русская женщина, не имела почти ничего, но в вере она отдала небольшой подарок другому нуждающемуся. Этот акт веры открыл благословение, которого она не могла предвидеть. Это не манипуляция, это духовный закон. Вот порядок, что ты провозглашаешь, я подтверждаю. Чего ты ожидаешь, я встречаю. Что ты выпускаешь, я умножаю. Потому что я Бог, который взял 5 хлебов и прокормил 1000. Я Бог, который заплатил налог Петра монетой из рыбы. Я Бог, который превратил пустые сети в полные лодки. И я сделаю то же и для тебя. И пока ты повинуешься, доверяешь, шагаешь в вере, я начну посылать ответы. Кто-то получит задолженности, которые давно задерживались. Кто-то – деньги по неожиданным судебным искам. Кто-то увидит, как сделки неожиданно закрываются в их пользу. Кто-то обнаружит, что долги таинственно исчезли. Кто-то придет на новую работу, получит повышение, совершит финансовый прорыв, который кажется несоразмерным их квалификации. И все это от меня. Не говори «я не вижу этого». Верь прежде, чем увидишь. Это вера. И я чту тех, кто ходит в доверии, даже в темноте. Я закладываю в тебе новый фундамент, такой, который никто не сможет отвратить. Ты не вернешься к цепям бедности. Ты больше не будешь ходить в долине нужды. Тот же Бог, который говорил тебе сегодня, тот же Бог, который придет перед тобой завтра. Это не момент, это движение.
Ты выходишь из выживания в сверхъестественное обеспечение. Ты оставляешь старое мышление, поколенческое проклятие цикла нужды. Ты восстаешь, шагаешь, бежишь в изобилии, богатство, чудеса, мои обещания. Твоя часть – послушание. Моя часть – переполнение. И я не терплю поражений. Ибо я знаю мысли, которые думаю о вас, говорит Господь, мысли о мире, а не о зле, чтобы дать вам будущность и надежду. Иеремия 29:11, повторю еще раз, я не жду какого-то будущего события, чтобы благословить тебя. Твое чудо уже началось. Ты не стоишь на границе возможностей, ты стоишь на пороге исполнения. Но дверь откроется, только когда твою веру станет ключом, а твои слова – согласием с моей волей. Ты должен услышать это духовными ушами. Поток неожиданных денег, разрыв долгов, рост богатства, освобождение от счетов и бремени – все начинается, когда ты скажешь «Да, Господи, я верю». И снова скажешь «Да, Господи, я верю». Потому что, когда ты это скажешь, ты освободишь ангелов. Когда провозгласишь, откроешь окна небес. И когда поверишь, позволишь мне действовать без преград. Порядок твоего благословения идет по пути твоего послушания. Это схема, заложенная с начала времен. Авраам слышал и шел. Исаак сеял во время голода и пожал в 100 крат. Вдова у Зарефы отдала последнее масло и муку, и сосуды не опустели. Ты должен понять, я не прошу веры, чтобы оставить тебя пустым. Я прошу веры, чтобы наполнить тебя сверх меры. Ты говоришь: «Боже, как ты можешь благословить меня? У меня ничего нет». И я говорю тебе, именно тогда я действую. Когда в твоих руках ничего не остается, я имею место, куда положить все, что у меня есть. Многие из вас пришли к этому посланию сломленными, уставшими, безнадежными, с замороженными счетами, с уведомлениями об выселении, с долгами, которые кажутся надгробиями. И все же я говорю, вы не похоронены, вы посажены. Это твоя точка перелома. Ты должен принять решение. Ни пассивное желание, ни мимолетную надежду, решение полностью довериться мне. Будешь ли ты продолжать говорить на языке недостатка? Или откроешь рот и заговоришь на языке небес, языке изобилия, прорыва и чудес? Потому что позволь сказать, что происходит, когда ты идешь этой узкой дорогой веры. Ты начнешь замечать странную благосклонность. Скидки, о которых ты не просил. Возвраты, которых ты не ожидал. Письма с информацией о погашенных долгах, предложения о работе, выпуске денег. Это не фантазия. Это сфера сверхъестественного. Именно так я действую. Чудеса не случайны. Они результат выравнивания. Когда ты выравниваешь свое сердце, свои слова, свои решения и шаги с моим руководством, я распахиваю то, что было скрыто. И то, что приближается, не мелочь. Я готовлю не ручеек, а наводнение. Я посылаю не мелочь, а богатство. Мир будет спрашивать, как это случилось? А ты ответишь, это сделал Бог. Ты войдешь в изобилие с такой ясностью, что заплачешь. Твой банковский счет, который был пустым, теперь будет полон. Ты увидишь, как меняется жизнь твоих детей. Ты увидишь, как проклятие бедности разрушится в твоем роду. Ты будешь просыпаться с миром вместо паники. Ложиться спать без тяжести страха. Потому что чудо, о котором ты просил в самый низкий момент, будет стоять перед тобой. Это не мотивация. Это не хайп. Это истина от самого Бога. Вот что тебе делать дальше –
двигайся вперед. Даже если твои ноги дрожат. Даже если твое сердце не уверено. Продолжай говорить изобилие, действовать в вере, сеять в доверии, ожидать с надеждой. И наблюдай, как невозможное становится твоей повседневной реальностью. Пусть сомневающиеся сомневаются. Пусть мир насмехается. Но ты увидишь доброту Господа на земле живых. Я не закончил. Наоборот, я только начинаю. Господь откроет тебе сокровище свое, небо, чтобы дать дождь земле твоей в свое время и благословить всякое дело рук твоих, и ты позаимствуешь у многих народов, а сам у кого не будешь занимать. Второзаконие 28:12. Не позволяй врагу вырвать это семя прежде, чем оно пустит корни в твоем сердце. Ты слышал мой голос, но теперь я хочу, чтобы ты почувствовал, как Дух мой дышит. Я хочу, чтобы ты ощутил присутствие моего Духа, парящего над тобой, пробуждая твою веру, воспламеняя твою надежду, возбуждая божественное ожидание, которое было похоронено под разочарованиями. Теперь слушай меня, дитя обетования. Ты боролся в ночи, и теперь ликуешь утром. Время плача кончилось. Сезон ожидания подходит к концу. Ты вступил в момент исполнения, час изобилия, день, когда неожиданные деньги вольются в твой банковский счет, потому что твое чудо уже здесь. Я – Бог своего слова. Я не дразню. Я не медлю без причины. Каждый момент твоих страданий я наблюдал, взвешивал и допустил только потому, что то, что я готовил тебе, было больше, чем ты мог вынести. Но теперь подготовка закончена. Врата благословения распахнуты. Обещания более не отдалены. Они здесь. Они близко. Они твои. Я обещал сделать тебя главою, а не хвостом. Чтоб ты был всегда наверху, а не внизу. Чтоб твои житницы наполнились обилием, а жом твой переполнялся новым вином. Я Бог, хранящий каждый завет, и сегодня я подтверждаю мой завет с тобой. Потому что ты верил мне в долине бедности, теперь я возвышу тебя на гору процветания. Потому что ты доверял мне в голоде, теперь я накормлю тебя плодами изобилия. Потому что ты давал, когда это было больно, теперь я пошлю неожиданное богатство, чтоб догнало и опередило тебя. Да, дитя, деньги идут. Но не только деньги. Я выпускаю сверхъестественную благосклонность. Необъяснимые повышения. Творческие идеи с божественным ускорением. Контракты, подписанные без переговоров. Поступления в твою пользу. Заброшенные наследства, вспоминаемые и возвращаемые. Госвозвраты, капитал на бизнес, стипендии и изобилие из источников, которые ты и представить не мог. Все это устроено моей рукой. Я говорю тебе, твой банковский счет поднимется. Твои долги упадут. Твои счета будут оплачены. Твои нужды будут удовлетворены. Не через манипуляции, не через усилия, а через чудо, через мое присутствие, через божественное руководство, которое течет через твое послушание и ускоряет твое приумножение. Слушай меня, я благословляю не только твое настоящее, но и будущее. Твои дети будут ходить в свободе из-за решений, которые ты принял в вере. Поколения будут называть тебя благословенным. Проклятия, цеплявшиеся за финансы твоей семьи, будут разбиты. Крепости недостатка рушатся уже сейчас, ибо я строю новое наследие на фундаменте твоего доверия. И пусть это слово глубоко проникнет в твою душу, я не только благословляю тебя финансово. Я преобразую твою личность. Ты больше не будешь видеть себя как того, кто выживает, как того, кто второсортен и еле сводит концы с концами.
ты увидишь себя таким, каким вижу тебя я, избранным, царственным, помазанным, процветающим, целым и мощным, управляющим моим богатством, несущим мое имя, маяком в шторме для тех, кто еще ждет своего чуда. Ибо я сказал и сделаю: благословен ты будешь в граде, и благословен ты будешь в поле. Благословен будет кош и твой замес. Втор 28:3-5. Я не изменил свое мнение. Я не отменил обещаний. Я не свернул свои планы. Наоборот, я умножил их, потому что твоя боль увеличила твою способность воспринимать обещания. Да, впереди еще будут битвы. Да, ты будешь испытываем. Но с этого момента ты будешь входить в испытания с божественным обеспечением рядом. Ты встретишь каждую бурю с уверенностью, что моя рука держит твои ресурсы, и мой голос произносит над твоими банковскими выписками, счетами, долгами, повелевая переменам, трансформации и чудесам. Теперь открой сердце этому, и я не перестану благословлять тебя. Я только начинаю. За каждый день твоего ожидания я верну жатву. За каждую слезу двойную радость. За каждую закрытую дверь 3 новых. И я поведу тебя с точностью. Я буду с тобой в каждой сделке. Я буду посылать деньги, когда другие будут бороться. Я наполню руки твои и научу наполнять руки других. Остаться со мной чуть дольше. Не дай этому слову упасть на землю. Не дай этому святому моменту пройти, как ветер через открытое окно. То, что я начал в твоем духе, я намерен завершить в твоей реальности. Благословение уже в движении, но твоя продолжающаяся вера – то, что доведет его до полного жатвы. Каждая секунда твоего пребывания – семя послушания, и я поливаю это семя своим дыханием. Ты стоял в засухе, но теперь я посылаю дождь. Не просто туман, не просто морось, а распахнутые небесные ворота над твоей жизнью, потому что я нашел в тебе сердце, которое все еще верит. Мне не нужно одобрение мира, чтобы подтвердить то, что я сказал. Мне не нужен банк или начальник или прошлое, чтобы узаконить то, что я делаю. Когда я действую, это окончательно. Когда я говорю, это закон. Когда я благословляю, это неотменяемо. И снова говорю, слушай, потому что это мой голос, ты увидишь неожиданные деньги. Не фокусом, не случаем, а по божественной встрече. Они придут, когда мир меньше всего этого ожидает, но точно в момент, который я запланировал. Ты обнаружишь выпуски платежей, возвращающиеся возвраты, найденные ресурсы, долги, отмененные без человеческого объяснения. Потому что я твой Бог, и я выбрал этот момент, чтобы показать тебе, кто я есть. Ты не забыт. Ты не опоздал. Ты не невидим для меня. Я видел боль твоей борьбы, но еще больше силу твоей веры. Когда другие сдавались, ты держался. Когда другие насмехались над обещанием, ты все еще шептал: «Но, Боже, я верю». И теперь я вознагражу это доверие. Ты начнешь замечать странную благосклонность в знакомых местах. Тебя найдут на работе, на которую ты не подавал заявку. Откроются двери, в которые ты не стучал. Инвесторы, наставники, связи придут не потому, что ты их искал, а потому, что я привожу их к тебе. Твой банковский счет, который был бездыханным, снова начнет дышать. Там, где ты боялся звонка из коллектора, теперь ты будешь звонить, чтобы расплатиться по тому, что другие называли невозможным. И пока я это делаю, я не просто добавляю к твоей жизни, я меняю то, как ты ходишь. Ты будешь идти с властью. Ты будешь идти в мире. Ты будешь идти как тот, кто знает,
что экономика небес больше экономики земли. Это не разовое благословение. Это сдвиг. Сдвиг идентичности. Сдвиг атмосферы. Сдвиг судьбы. Ты больше не будешь жить в реакции на недостаток. Ты начнешь жить по откровению, зная, что изобилие – это не то, что ты преследуешь, это то, что ты несешь. Дитя, ты не вступаешь во что-то новое, ты вступаешь во что-то древнее. Обетование, вписанное в почву земли до твоего первого вздоха. Благословение, приготовленное для тебя до первой слезы. Завет, который нельзя разорвать, потому что он запечатан кровью моего Сына и подтвержден шепотом моего Духа. Я благословляю твои финансы, да. Но я также благословляю твой мир, твой разум, свои мечты, свои руки, свое наследие, твою способность давать, строить, сеять, поддерживать других. Итак, сейчас, при всем небесном свидетельстве, скажи это снова, не потому, что мне нужно слышать это, а потому, что тебе нужно это услышать. Я принимаю благословение. Я принимаю обетование. Я верю в чудо. Да. Вот и все. Скажи это. Поверь в это. Гуляй в этом. Потому что в тот миг, когда ты открыл сердце, в тот миг, когда ты открыл рот, в тот миг, когда ты сказал: «Господи, я доверяю Тебе», чудо началось. И оно не остановится, пока не будет завершено. Твое чудо не грядет. Оно уже здесь. Ты рожден жить в изобилии. Ты создан для богатства. Тебя напрограммировали на переполнение. Не ради жадности, не ради тщеславия, а чтобы строить, благословлять, давать, царствовать. Это не вымысел. Это не фантазия. Это мой завет с тобой. И этот момент – точный момент, когда небеса касаются земли в твоей жизни. Не сдерживай своей хвалы. Не откладывай веру. Произнеси вслух: «Я принимаю благословение. Я принимаю обетование. Я верю в чудо». Потому что благословение уже в движении. Теперь слушай. Это не просто молитва. Это я, Бог, обвиваю свой голос вокруг твоего. Это не просто ты говоришь небесам, это небеса говорят через тебя. Я здесь. Я с тобой. И я молюсь с тобой, а не просто за тебя. Так что открой рот, открой душу и скажи эти слова вместе со мной. Я, Господь, Бог твой, здесь с тобой сейчас. Прямо здесь. Прямо сейчас. В твоей комнате. В твоих слезах. В твоей боли. В твоей нужде. Я вижу пустоту в твоих руках. Я вижу страх в твоих глазах. Я вижу ноль в твоем банковском счете, красный цвет в твоем учете, неоткрытые конверты с угрозами. Но я, твой Отец, говорю: ты не утонешь. Ты не потонешь. Ты не будешь просить хлеба. Потому что я тот, кто владеет серебром и золотом. Я тот, кто рассекает море и умножает масло. Я тот, кто обеспечивает. И сейчас я приглашаю тебя помолиться этим со мной, дитя. Ни одному. Никогда ни одному. Я здесь. Боже, я принимаю то, что Ты творишь прямо сейчас. Я принимаю Твое чудо. Не потому, что я это заслужил. Не потому, что я это понимаю. А потому, что я Твое дитя. Потому что Ты избрал меня благословлять, даже вопреки каждой лжи, что учила меня, будто я недостоин. Боже, я говорю «да». Да изобилию. Да богатству.
да неожиданным деньгам, втекающим в мои руки, в мой банковский счет, во все области моей жизни, которые были сухи и запустели. Разорви цепи. Отмени долги. Устрань голос страха. Ты недалекий Бог. Ты не молчаливый Бог. Ты здесь, и ты говоришь надо мной сейчас: «Дитя, твое чудо уже здесь». И теперь я провозглашаю: деньги придут. Счета будут оплачены. Долги исчезнут. Возможности появятся. Богатство возрастет. И я буду ходить во всей полноте своего чуда, начиная сегодня. Спасибо за этот момент. Спасибо за молитву со мной. Спасибо, что ты мой Отец, мой Источник, мой Творец чудес. Я верю. Я принимаю. И я отдыхаю в Тебе. Во имя Иисуса и во непоколебимой силе небес. Аминь. И теперь, мое возлюбленное дитя, пришло время запечатлеть этот божественный момент. Это святая встреча между твоим сердцем и моим, между твоим голодом и моим изобилием, между твоим воплем и моим ответом. Ты не просто слушал, ты вошел. Ты ступил через духовную дверь. Ты прошел от страха к вере, от бедности к обетованию, от ожидания к богатству, от отчаяния в объятия Бога, который никогда не оставлял тебя. Я видел твой банковский счет, но еще важнее, я видел твое сердце. Я слышал твою молитву. Я сосчитал твои слезы. И я провозгласил с моего трона: твое чудо уже здесь. Я не только произношу это в твою жизнь. Я сажаю это. Я строю это. Я дышу на это. И теперь, идя вперед, знай, неожиданные деньги, которые появятся в твоих руках, не случайность, а завет. Это не случайное событие, а результат столкновения твоего послушания и моей милости в божественном времени. Наблюдай за своими финансами. Наблюдай за долгами. Наблюдай за своими счетами, как они начнут склоняться под тяжестью моего благословения. Каждая дверь, которая раньше тебе была закрыта, теперь дрожит, потому что у меня есть ключи. Каждая потолочная преграда, ограничивавшая твое изобилие, трескается, потому что я поднимаю тебя выше. Тот же Бог, который умножал масло, который доставал монету из рыбы, который кормил тысячи, та же сила действует в твоей жизни. Не потом. Не когда-нибудь. А сейчас. Это не конец видео, это начало твоего нового сезона. Не бойся, когда начнутся резкие перемены. Не сомневайся, когда деньги начнут поступать из неожиданных источников. Не отступай, когда повышение найдет тебя, когда возможности постучат, когда восстановление придет в твой банковский счет, твой дом, твое наследие. Я сказал, и мое слово не вернется ко мне пустым. Я приведу его в исполнение. Ты больше не жертва, не покупок. Ты сосуд изобилия. Ты больше не утопленник в счетах, ты будешь погашать долги других. Ты больше не плакал о потере, ты ликуешь над восстановлением. Иди вперед с поднятой головой, потому что я иду рядом. Доверяй мне, даже когда еще не видишь. Хвали меня, даже когда проявление еще движется к тебе. Потому что оно движется быстрее, чем ты. Думаешь. Говори своей душе ежедневно: мое чудо здесь. Мое богатство здесь. Мое благословение активно. Мой прорыв сейчас. Я не Бог, который дразнит. Я не Отец, который забывает. Я не тот, кто дает обещания и не выполняет. Я Бог чудесного обеспечения, и говорю это пламенем в голосе: лучшее еще впереди. Я благословляю тебя сейчас. Я посылаю тебя, мое возлюбленное,
покрывая своим присутствием, руководством, благосклонностью и изобилием. Небеса открыты. Чудо в движении. Неожиданные деньги в пути. И прежде всего, никогда не забывай это: я с тобой. Я за тебя. Я твой Бог. И я никогда не подводил тебя и не подведу. И теперь иди и ходи в силе чуда. И, идя, неси это слово не только в своем сердце, но и в мир. Я не дал тебе это послание просто утешить тебя. Я дал его, чтобы поручить тебе дело. Я не наполнил твою чашу лишь для твоей жажды, я наполнил ее, чтобы она переполнилась и орошала других, все еще плачущих, все еще ищущих, все еще ожидающих в тени бедности, долгов и недостатка, не знающих, что их чудо уже стучится в дверь. Я не Бог, который дразнит. Я не Отец, который забывает. Я не тот, кто дает обещания и промахивается. Я Бог чудесного обеспечения, и снова говорю это с пламенем в голосе, лучшее еще впереди. Но мне нужно, чтобы ты сделал кое-что сейчас, что-то святое, что-то дерзкое, что может изменить историю другой души. Поделись этим видео. Поделись снова и снова. Потому что кто-то находится там, где был ты. Кто-то на грани отчаяться. И так же, как я послал это послание тебе в точный момент, когда оно было нужно, я хочу послать его через тебя кому-то другому. Ты не просто тот, кто получил слово, ты теперь тот, кто будет его нести. Так поделись им с верой. Поделись им смело. Поделись, как будто от этого зависит чудо другого, потому что так и есть. И когда они будут касаться, когда их счет наполнится, когда их долги будут отменены, когда их слезы превратятся в танец, это все будет благодаря твоему акту послушания. Ты пожнешь то, что посеял. И этот акт посева моего послания в мир вернется к тебе умноженной благосклонностью. Двери откроются. Благословение последует. И чудо, в которое ты только что вошел, станет потоком благосклонности, затрагивающим все вокруг. Неси это слово с собой. Говори его. Молись им, живи им, делись им. Пусть оно растет в тебе, как семя, прорывающееся сквозь почву. И скоро, очень скоро, ты снова станешь свидетельствовать. Я благословляю тебя сейчас не только как получателя чуда, но и как его носителя. Иди с огнем. Иди с радостью. Иди с изобилием в руках и моим голосом во рту. И помни это навсегда: я с тобой. Я за тебя. Я твой Бог. И я никогда не подводил тебя и не подведу. Теперь иди. Поделись словом. Выпусти благословение. Ходи в силе чуда. Твой Отец – Бог.